Привет, с вами Sky, и на канале мы продолжаем очередной сезон нашего сериала. Skyships прям как Игра престолов, только без драконов и постельных сцен. Да, только это меня от них и отличает. Итак, мы во временах зарождения реактивной гражданской авиации. Сегодня у нас второй пионер этой славной эпохи, один из самых передовых самолетов своего времени, ставший по совместительству практически отцом послевоенной гражданской авиации СССР и всего социалистического лагеря. Итак, Туполев Ту-104. Двухдвигательный реактивный пассажирский самолет, разработанный конструкторским бюро Туполева в середине 50-х. Первый советский гражданский реактивный самолет и один из первых представителей этого класса в мире. Как уже положено, нырнем в историю. И как уже положено, история эта начнется не с Ту-104. На дворе погожие деньки 1952 года. Северная и Южная Кореи тычут друг друга всем, что способно убивать. В Латинской Америке социальные волнения, на Ближнем Востоке революции. Родина под чутким руководством вождя в очередной раз идет в светлое будущее. А в Соединенных Штатах в очередной раз с разборками и скандалами демократы уступают место республиканцам. Ну, то есть плюс-минус то же самое, что и сейчас, только вместо электронной лучевой трубки 4К с квантовыми точками. В один из этих весенних деньков от Земли впервые оторвался Ту-16, советский реактивный бомбардировщик. Самолет по нынешним меркам не особо впечатляющий, но в то время являвшийся настоящим прорывом и прослужившим очень долгую службу. Отмечу, что китайский бомбардировщик Сянь H6 фактически является модификацией Ту-16. Так что да, моделька до сих пор не на пенсии. Он был достаточно надежен и эффективен для раннего поколения реактивных самолетов, а возможность нести ядерное оружие весьма ободрила его потенциальных противников. Нам повезло, свою основную задачу Ту-16 выполнять не пришлось, но его характеристики позволили конструкторам Туполева взяться за альтернативные задачи. Почти сразу после создания бомбардировщика инженеры задумались о создании пассажирского самолета. Подобная практика для туполевцев была вполне традиционной еще с довоенных времен, когда на базе бомбардировщиков создавались гражданские транспорты. К тому же они могли создать первый в истории страны реактивный пассажирский самолет. А это уже звучит интригующе. Внутри КБ был инициирован проект Ту-2АМ-3200, в рамках которого прорабатывались вопросы адаптации схемы технологии бомбардировщика для гражданского сектора. Несмотря на то, что проект был внутренней инициативой КБ, работам по нему уделялось большое внимание, в первую очередь руководителем бюро Андреем Туполевым. Реактивная авиация уже подтверждала свое почти абсолютное превосходство над традиционной поршневой. Это стало еще более очевидно после того, как на регулярные рейсы в 1952 году вышел британский De Havilland Comet. Первый в мире реактивный авиалайнер, который практически первым же рейсом сделал все тогдашние пассажирские самолеты устаревшими этажерками. Эти истины вскоре были доведены до руководства Советского Союза. Благо, Никита Хрущев был человеком впечатлительным, а Андрей Туполев был по влиянию, мягко говоря, не последним человеком в отрасли. Летом 1954 года было издано официальное постановление по созданию первого советского реактивного лайнера, вскоре получившего наименование Ту-104. Будущий самолет создавался на базе Ту-16 и был ему значительно близок конструкционно. Чтобы это подтвердить, достаточно, посмотреть на них. Компоновка кабины, крыло, оперение, шасси и большая часть авионики перешли с минимальными изменениями. При этом крыло самолета было расположено по схеме низкоплана, ниже, чем у Ту-16. Реактивные двигатели АМ-3 перекочевали напрямую, хотя на Ту-104 переделали мотогондолы. Полностью новым был увеличенный фюзеляж. Требования комфорта перевозок у пассажиров были несколько выше, чем у авиабомб. При разработке самолета использовался весь доступный мировой опыт, в первую очередь опыт эксплуатации первых реактивных комет. Самым важным, конечно, был опыт решения проблем, вызвавших несколько нашумевших авиакатастроф. Ряд неверных конструкционных решений и эффекты усталости металла в реактивном авиалайнере фактически погубили пионеры индустрии. Проблемы были исследованы туполевцами со всей кропотливостью, и Ту-104 удалось обойти эти подводные камни. Большая высотность полетов реактивных самолетов также заставила задуматься о герметизации салонов. Опыт выполнения этих требований уже имелся, но до Ту-104 у авиаторов не возникало необходимости герметизировать такие большие объемы, почти весь фюзеляж.
Решения данной задачи были найдены, хоть и усложняли конструкцию. Кабина экипажа имела собственный герметичный контур. На случай же разгерметизации в салоне имелись выпадающие кислородные маски. В наше время подобная система уже привычна, но тогда она была серьезной инновацией. Сборкой прототипов занимались на московском заводе номер 156. Прототип Л-5400 совершил первый полет летом 1955 года. До конца осени самолет совершил около 70 полетов, но возникла новая проблема. В Советском Союзе, да и вообще в мире, не было опыта полетов и эксплуатации реактивных гражданских самолетов. В итоге государственными испытаниями занималась комиссия ВВС, уже имевшая хоть какую-то практику подобных работ на реактивных бомбардировщиках. В марте 1956 года 3 опытных самолета отправились в Лондон в рамках официального визита Никиты Хрущева в Великобританию. Это была первая публичная демонстрация новой модели, весьма впечатлившая местные СМИ. А с учетом того, что после ряда авиакатастроф эксплуатация лайнера de Havilland Comet была приостановлена, Ту-104 оказался в своем классе в одиночестве. Да, в то время уже летали прототипы Boeing 707 и Sud Aviation Caravelle, но это были испытания, и до выхода этих моделей на рынок было еще несколько лет. Ту-104 вышел на регулярные рейсы в сентябре 1956 и до 1958 года был фактически единственным реактивным лайнером в мире. Серийно самолеты собирали на площадках в Харькове, Казани и Омске. За период производства был поставлен 201 лайнер Ту-104. Самолеты отправлялись преимущественно в парк Аэрофлота, хотя до новейшего реактивного лайнера дотянулась чешская авиакомпания CSA, получившая 6 бортов. Несмотря на то, что самолет был создан в рекордные сроки, особенности реактивной авиации сразу себя стали проявлять. В первую очередь это касалось требований к инфраструктуре. Реактивные самолеты со стреловидными крыльями имели большие скорости взлетов и посадок. Механизация крыла, улучшающая аэродинамику, на них была еще довольно примитивной. Кроме того, у современных авиалайнеров двигатели всегда оснащены реверсом тяги, позволяющим тормозить, сокращая пробег. И если этот механизм выходит из строя, это очень неприятно. У реактивных самолетов первого поколения реверса не было от слова совсем, и пробег становился запредельным. На Ту-104 эту проблему решили традиционным для военной авиации образом – тормозными парашютами. Но даже с учетом этого самолету требовались значительно более длинные взлетно-посадочные полосы – от 2 до 3 километров в зависимости от условий. Это в среднем вдвое больше, чем требования поршневых пассажирских самолетов того времени. Требования к качеству покрытия аэродромов и схемам обслуживания также были намного выше. Появление Ту-104 дало начало масштабной модернизации многих аэропортов в Советском Союзе, и многие решения, привычные нам сейчас, внедрялись именно тогда. Первое время также было довольно сложно обучать экипажи. Это сейчас пересадка экипажей на другие модели воздушных судов представляет собой отработанную процедуру обучения и сертификации. В то время приходилось пересаживать пилотов поршневых самолетов в кабины реактивных, а это было целое приключение. Пилотов переобучали на бомбардировщиках Ил-28, а первые экипажи Ту-104 вовсе отбирались лично Туполевым. В данном случае также помогла большая унификация с Ту-16. Некоторые военные экипажи переводились в Аэрофлот и довольно легко осваивали фактически гражданскую версию самолета, на котором уже летали. 15 сентября 1956 года Ту-104 совершил первый регулярный рейс по маршруту Москва-Омск-Иркутск. Лайнер официально вышел на линии. В октябре самолет вывели на международные рейсы, сначала в Прагу, а затем в ряд западноевропейских столиц. Преимущества реактивной эры себя проявляли. Полет стал значительно комфортабельнее для пассажиров, пропали привычные для поршневых самолетов дикие вибрации, которые за несколько часов полета могли вытрясти душу из любого путешественника. Мешал разве что довольно сильный шум двигателей, но в то время этот шум казался признаком чего-то научно-фантастического. Скорость полетов при этом значительно возросла, а увеличенная высота снизила зависимость рейсов от погодных условий. Салоны были скомпонованы по схеме 2+2 или 3+2 кресла в ряд. Ширина салона составляла около 3,2 метров. Любопытно, что по ряду характеристик Ту-104 изрядно напоминает SSJ-100. Ширина салона отличается на несколько сантиметров, и компоновки почти такие же. Хотя прогресс есть прогресс. Суперджет намного комфортабельнее и экономичнее, а дальность полетов довольно сильно выросла. В 1956 году один из лайнеров совершил трансатлантический рейс Москва-Нью-Йорк.
с промежуточными посадками в Лондоне, Кефлавике и Гусбее. Естественно, это был демонстрационный полет. Ту-104 могли пролететь примерно 2100 километров с полной загрузкой и более 2700 километров с полными баками. Неплохо, но все же не дальнемагистрал. Тем не менее, впечатлить местную публику удалось весьма неплохо. Сначала журналисты написали множество восторженных статей о советском чуде, потом накидали язвительных комментариев о коммунистическом чудовище, ну а потом обрушились на своих же авиастроителей с претензиями, что любители чая и зонтиков свой самолет сделали, любители матрешек и балалаек свой самолет сделали, а вы там все из себя такие великие уже который год не пойми чем со своими вундервафлями занимаетесь. Boeing 707 все еще проходил летные испытания, а всеми долгожданный Douglas DC-8 еще ни разу не летал. Тем не менее, ощущалось то, что Ту-104 был не полноценным пассажирским самолетом, а очень серьезной переделкой Ту-16. Самолет был довольно сложным в пилотировании, возникали проблемы с надежностью систем, а экономические показатели явно не были сильной стороной самолета. Эти факторы вначале были не критичны, но оказались проблемой позже. Для повышения экономической эффективности полетов почти сразу была создана модификация Ту-104А, вместимость которой увеличилась с 50 до 70 человек. Вместимость самолетов из версии к версии продолжала наращиваться и достигла 110-115 мест. Ту-104 оказался как никогда кстати в программе подготовки первого поколения советских космонавтов. Модификация Ту-104АК использовалась для имитации невесомости и тренировок экипажей космических кораблей. В частности, на его борту Алексеем Леоновым отрабатывался полный цикл операций по выходу в открытый космос. Ту-104АК активно использовался Центром подготовки космонавтов вплоть до его замены нынешним воздушным тренажером, созданным на базе Ил-76. Среди множества модификаций Ту-104 стоит отметить еще один самолет, считающийся переходным между первым и вторым поколением гражданских реактивных лайнеров. В 1960 году был создан Ту-124, который был фактически укороченной и облегченной версией базового самолета вместимостью всего 56 мест. Он был легче, имел улучшенные летные характеристики и был не столь требователен к аэродромам. Экономичность самолета также была значительно улучшена за счет установки новейших двигателей Д-20. Ту-124 стал первым советским самолетом, оснащенным двухконтурными турбореактивными двигателями, почти обязательным атрибутом современной большой гражданской авиации. Однако, несмотря на все новации, Ту-124 все же остался переходным вариантом. Он стал базой, на основе которой был создан один из самых успешных советских самолетов – Туполев Ту-134. Темп разработки самолетов, начало их серийного выпуска и вывод на регулярные рейсы весьма впечатляющий, особенно учитывая, что это был второй реактивный авиалайнер в истории. Однако за все эти достижения пришлось платить. Конструкторы хоть и решили проблемы, погубившие комету, но все же проскочили не все подводные камни. Главной проблемой была сложность пилотирования. Самолет был весьма требователен к навыкам экипажей и не прощал ошибок, а ряд конструкционных недостатков со временем стал причиной серьезных бед. Самый известный из них является ставший причиной авиакатастроф аэродинамический подхват. Эффект, когда при воздействии турбулентных воздушных потоков 104-е теряли устойчивость, выходили на запредельные углы атаки, а потом входили в штопор. Данный эффект стал причиной ряда происшествий, в том числе гибели 2 самолетов в 1958 году. Причем первое время причины катастроф были непонятны. Списывать все на ошибки пилотов было нельзя, а полномасштабное расследование грозило растянуться на годы. 104-й рисковал повторить судьбу DH-106. Как бы иронично ни звучало, проект Ту-104 спасла гибель одного из самолетов Ту-104. Благодаря данным, которые дал диспетчеру экипаж Гарольда Кузнецова в момент падения, причины катастроф были найдены. У самолетов модернизировали рули высоты, допустимая высота полета была несколько снижена, а требования к центровке ужесточили. Несмотря на это, за период эксплуатации с самолетами произошло 37 серьезных авиационных происшествий, в которых погибло 1140 человек. Показатели аварийности у Ту-104 оказались худшими среди всех советских гражданских реактивных самолетов. Отчасти этот факт, а также довольно быстрое моральное устаревание и экономическая неэффективность заставили уже к 60-му году свернуть производство в пользу более эффективных машин второго поколения. Спустя некоторое время КБ Туполева выпустила 2 новых самолета, ставших основными рабочими лошадками гражданских авиаперевозок в СССР – модели Ту-134 и Ту-154.
Тем не менее, уже созданные самолеты продолжали эксплуатироваться. Окончательно Ту-104 покинул гражданские перевозки после авиакатастрофы возле аэропорта Внуково в 1979 году. Военные планировали эксплуатировать эти лайнеры и дальше, но в 1981 году произошла совершенно чудовищная катастрофа борта ВВС возле аэродрома в Пушкине. В этой катастрофе погибло практически все командование Тихоокеанского флота, 50 человек, из которых 17 адмиралов и генералов. К концу 80-х лайнеры Ту-104 уже не летали и были полностью заменены самолетами следующих поколений. Ту-104 трудно назвать превосходным самолетом. Он не был как-то невероятно комфортабелен, не был очень надежен и безопасен, а экономические показатели его эксплуатации ревели не тише его двигателей. Но создавая этот самолет, КБ Туполева приняло на себя огромные риски, связанные в первую очередь с отсутствием опыта создания подобных машин ни в Советском Союзе, ни в мире вообще. Но именно Ту-104 стал первопроходцем, протарившим путь всем последующим отечественным самолетам от самых ранних моделей и уже ушедших в историю самолетов до современных лайнеров, только начинающих свой путь. На этом мы закончим сегодня. Пишите, что думаете об этом самолете, и не забудьте подписаться на канал. Быстрых вам полетов и мягких посадок.